In the name. Roller, open the gates of hell and come from your blessed abyss. Доминион. Много веков назад темные эльфы были частью древней эльфийской расы. В попытке обрести большую силу и власть, один из эльфийских кланов Элитирии нарушил древний запрет и использовал темную магию. Но их планам не суждено было сбыться. Объединенной мощью других эльфийских кланов им смогли нанести сокрушительное поражение, а выжившие Элитирии укрылись в западных топях. Страшась, что бывшие собратья явятся за ними, они провели темный ритуал, подняв полчища нежити, но их сил не хватило, чтобы держать эту чудовищную армию под контролем, и их убежище стало для них тюрьмой. Отрезанные от остального мира, загнанные в мрачные пещеры, они проклинали остальных эльфов и молились о спасении. Но свет покинул их. Единственной доступной энергией для Элитирии оставалась магия тьмы, но она требовала подпитку жизненной энергии живых существ, которых кроме самих эльфов в этих усеянных нечистью темных землях не было. Именно когда Элитирии решились приносить в жертву своих собратьев, и появились те, кого сейчас называют темными эльфами. Темная магия и отсутствие солнечного света исказило их тела. Кожа стала пепельной, волосы обесцветились, а в сердца на смену страху и отчаянию пришли жестокость и ненависть. Сеть пещер, некогда служивших убежищем и тюрьмой, были объединены, и на их месте изгнанники построили Андердарк, одновременно являющиеся столицей и главным храмом темных эльфов. В центре их города находится статуя эльфийки, тянущейся к солнцу, но их солнце черное, излучающее кроваво-красное сияние, как знак того, что свет покинул темных эльфов, и тьма, пришедшая к нему на смену, взяла свою кровавую плату. Даже спустя века мертвые топи усеяны нежитью, но это больше не угроза для темных эльфов. Их маги, обученные подчинять своей воле мертвецов, используют нежить для защиты родных земель и тренировок молодых воинов и магов, а алхимики научились создавать из крови мертвецов некрозелья, которые усиливают боевые качества воинов Доминиона. Обладая низкой живучестью, темные эльфы предпочитают вкладывать всю свою силу в нападение. Их атаки чаще находят уязвимые места противника, а темная магия, которой владеют все темные эльфы, не оставляет врагам шанса на победу. Привыкшие существовать в темноте, воины Доминиона получают дополнительную защиту и эффективность лечения в закрытых территориях, защищенных от солнечного света. А теперь, уважаемые игроки, перейдем к рассмотрению профессий Доминиона. Темный рыцарь. Мрачные рыцари темных эльфов всегда выступают в авангарде войск Доминиона, провоцируя противников и принимая основной удар на себя. Жесткие тренировки, тяжелые доспехи и щит позволяют выдерживать сокрушительные атаки врагов, а темная аура этих воинов не только придает дополнительную защиту, но и может поглощать эффекты оглушения и паралича, усиливая атакующие способности темных рыцарей. Своими атаками они ослабляют защиту противника, делая того уязвимым к физическим атакам, а превращая свой меч в сгусток тьмы, наносят дополнительные фиксированные повреждения и оставляют врагам кровоточащие раны. Темные рыцари способны внушать страх одним лишь своим видом, но для того, чтобы вселить во врагов истинный ужас, они прибегают к темной магии. Тяжелая броня не позволяет им стремительно передвигаться по полю боя, но их стойкость, большое количество умений контроля и возможность ослаблять физическую защиту противника делают темных рыцарей одними из самых востребованных воинов Доминиона. Темный храмовник. Воины темного эльфийского храма зовутся храмовниками или темными темпларами. Их искусство заключается в грубом призыве духов из мира мертвых. Эти сущности приобретают форму небольшого кристалла, окутанного ярким свечением. Похищенные духи будут подчиняться воле храмовника, усиливая его и защищая от вражеских проклятий. А высвобождая всю силу духа, храмовник может поглощать жизненные силы и замедлять противников.
а также полностью защититься от вражеского контроля на небольшой промежуток времени. Их тяжелая броня позволяет выдерживать натиск врагов, а атаки двуручным мечом всегда очень сильны и отличаются высокой точностью. Недостаток мобильности темплары компенсируют темной магией, которая может увеличить их скорость передвижения и атакующие способности на недолгое время, а совершив рывок вперед, значительно усилят и продлят этот эффект. Призвав силу темного храма, они парализуют окружающих противников и восстанавливают свои жизненные силы. А проведя темный ритуал, могут на короткий период значительно усилить свою защиту, пугая атакующих врагов и нанося им фиксированные повреждения. В сражениях лицом к лицу мало кто сможет выстоять против такого противника. Жрец. Темные эльфы, полностью посвятившие себя изучению и использованию жизненной энергии существ, могут стать жрецами. Проводя мистические ритуалы, они способны восстанавливать жизненные силы, очищать от проклятий, усиливать физические характеристики воинов Доминиона и совершать стремительные рывки к союзнику, исцеляя их даже самые глубокие раны. Но не стоит забывать, что потоки энергии, исцеляющие союзников, могут быть направлены для уничтожения врагов и поглощения их жизненных сил. А темные ритуалы способны сильно ослаблять противников, отравляя, уменьшая эффективность лечения, сковывая их движение или даже вселяя дикий ужас. Защитные ритуалы позволяют жрецу выжить даже в самых сложных ситуациях, повышая свою защиту, скорость передвижения, отражая проклятие обратно в противника и на короткое время становясь полностью неуязвимым для атак противника. Но самой страшной силой жреца является жертвоприношение. Поглощая жизненные силы живых существ, включая даже своих союзников, жрец усиливает все свои последующие ритуалы и может призвать проклятый арбалет, выстрелы из которого нанесут тяжелые фиксированные повреждения и будут запрещать противнику использовать умения или магию. Их способности, позволяющие поддерживать союзников и эффективно сражаться с противником, вызывают большое уважение в рядах Доминиона. Фанатик. В то время как жрецы используют жизненную силу для достижения своих целей, фанатики Доминиона оперируют духовной энергией, что дает им гораздо больше возможностей применения своих ужасающих талантов. Поддерживая союзников, они могут восстанавливать здоровье и боевой дух, увеличивать их защиту, очищать от проклятий, даровать полную неуязвимость и увеличивать магические характеристики воинов Доминиона, а в случае гибели союзника могут воскресить его. Но вся сила фанатика раскрывается именно в бою с противником. Вкладывая весь свой фанатизм, он придает умениям ужасающую эффективность, запрещая противникам использовать умения и магию, парализуя, уменьшая защиту, а в случае гибели не позволяя им воскреснуть. Но все это не идет в сравнение с его главной способностью – финальной жертвой. Используя эту способность, можно нанести противнику урон темной магией, но если в этот момент фанатик находится на грани смерти, он поглотит половину от максимального здоровья противника, восстановив при этом свои жизненные силы. Именно за способность переламывать ход боя фанатика боятся и ненавидят все опытные воины этого мира. Ликан. Среди врагов Доминиона ходят жуткие легенды о неуязвимых ночных охотниках, появляющихся из темноты и моментально разрывающих свою добычу. Причиной этих легенд служат ликаны, воины Доминиона, научившиеся превращаться в оборотней. Форма волка усиливает атакующие и защитные способности темного эльфа, придавая его умениям дополнительные эффекты. Разрывая своими когтями броню и плоть врагов, ликаны могут совершать молниеносный прыжок к противнику, удерживая врага и нанося ему сильные фиксированные повреждения, а издав свой пронзительный вой, ослабить защиту противника и испугать его при следующей атаке. Регенерация ликанов вошла в основу легенды об их неуязвимости. Сами по себе они могут очень быстро восстанавливать свои жизненные силы, но предчувствуя приближение смерти, эта способность усиливается до предела, что позволяет им выйти из боя и восстановиться, а после вернуться за своей законной добычей.
Ликаны отлично приспособлены для сражения с одиночным противником, но чтобы эффективно сражаться против нескольких противников, им не хватает способностей контроля противников. Танцор смерти. Танец клинков темных эльфов поистине завораживающее действие. Вот только поверженные противники уже не оценят его по достоинству. Танцоры смерти – орден темных эльфов, практикующий использование двух клинков и темной магии для контроля и уничтожения врагов Доминиона. Особый стиль боя позволяет им проводить массовые атаки каждые несколько ударов, при этом восстанавливая свое здоровье, а медитации помогают увеличивать физическую защиту, силу и скорость атаки. Их танец смерти в гуще сражений может парализовать группу противников, отравлять и снижать их эффективность лечения, а также превращать атакующих врагов в камень. Сам же танцор смерти может усиливать свои способности, увеличивать свою защиту, скорость атаки и передвижения, а при необходимости совершать молниеносные рывки к противникам. Натренированные бойцы прекрасно чувствуют себя в гуще сражения. Имея отличную мобильность и хорошую защиту даже в легкой броне, они способны контролировать и наносить урон сразу нескольким противникам, но в одиночных стычках они не могут похвастаться своей эффективностью, ведь почти все их способности требуют длительного восстановления после использования. Художник. Хотя жизнь темных эльфов сильно изменилась после изгнания, но любовь к прекрасному у них не исчезла. Художники – непревзойденные мастера, которые не остановились на изучении боевой темной магии, но и научились использовать ее для создания брони и оружия для своих собратьев. Именно благодаря художникам был построен Андердарк и создана вся современная экипировка воинов Доминиона, но на этом их таланты не заканчиваются. Не обладая разрушительной магией, художники научились неплохо защищать себя, контролируя передвижение и ослабляя противников, при этом восстанавливая свое здоровье. Они могут возводить на поле боя темные обелиски, которые атакуют и оглушают ближайших врагов. А слившись со своим обелиском, они становятся неуязвимы для атак противника и могут сами назначать цель атаки, усиливая при этом повреждения. Художники также могут эффективно разрушать вражеские укрепления, а уничтожив вражеское осадное сооружение специальной атакой, они нанесут фиксированные повреждения врагам вокруг и парализуют их. Убийца. Иногда исход сражений решают не огромные армии, а скрытое уничтожение ключевых фигур вражеского войска. И как нельзя лучше для этих целей подходят убийцы. Легкая броня не стесняет движения, но и не позволяет выдерживать серьезные атаки противника. По этой причине они избегают открыто нападать на врага, предпочитая атаковать из тени и наносить быстрые и точные удары в спину. Своим кинжалом они легко находят уязвимые места в броне противника, уменьшая эффективность защиты и нанося кровоточащие раны, а наполненные темной магией дротики могут замедлять и парализовать врага. Совершая рывок из тени, убийца может моментально переместиться вперед, защитившись ненадолго от проклятий, а подлым приемом сбить цель противнику, развернув его спиной к себе. Мобильность убийцы позволяет не ввязываться в бой с тяжелыми воинами противника, которые представляют наибольшую опасность для них, а всем остальным не оставляет шанса скрыться. Их таланты очень часто решали исход сражений в пользу Доминиона. Призрак. Воины-призраки проходят специальные тренировки, и многие их умения сложно отличить от магии. Призрачные силы позволяют вводить противника в замешательство, создавать свою зеркальную копию, сбивая цель противнику, обмениваться местами с выбранной жертвы и закрываться щитом из маны, полностью поглощая 3 следующих вражеских атаки. А призрачные атаки будут наносить тяжелые фиксированные повреждения и при низком уровне жизненных сил противника парализовать его. Обладая высокой мобильностью, призраки могут быстро перемещаться к цели и сковывать ее передвижение на несколько секунд, а особым приемом могут запрещать использовать умения или магию. Уходя в тень, он также может отражать проклятие обратного врага, что позволяет легко сблизиться с жертвой или успешно выйти из боя, если ситуация сложилась не в его пользу.
В отличие от своих собратьев-убийц, призраки не могут наносить быстрые сокрушительные атаки по врагу, но в свою очередь обладают большей выживаемостью и могут гораздо более эффективно контролировать противника, помогая своим союзникам справиться с важными целями. Адепт. Темная магия, доступная адептам, сильна и очень опасна. Особые тренировки позволяют им концентрировать свои силы и творить разрушительные заклинания, а контролируя потоки темной энергии, адепты могут восстанавливать свои жизненные силы, нанося урон противнику. Они также научились замедлять передвижение противников, насылать на них кошмары, вселяя дикий ужас в сердце врагов, и любая магическая атака может вызвать оцепенение. Убивая противников на поле боя, адепт поглощает их энергию, усиливая свою магическую атаку и восстанавливая часть здоровья. Способности наносить большой магический урон и проводить сокрушительные массовые атаки делают адептов очень востребованными в массовых сражениях Доминиона, но не стоит забывать, что они также очень уязвимы для физических атак противника, особенно дистанционных атак вражеских лучников. И если в массовых сражениях к адептам не так легко подобраться, то в частых стычках на континенте и без прикрытия союзников они могут стать легкой добычей. Чернокнижник. Не все маги темных эльфов стараются впечатлить своими магическими силами. Талант чернокнижника заключается в ослаблении врагов. Их проклятия способны погружать в колдовской сон, отравлять, уменьшать скорость передвижения, физическую и магическую защиту, а свои магические силы чернокнижники могут увеличивать, вытягивая энергию из книг. Когда чернокнижник решает всерьез начать сражаться, он призывает свою колдовскую метлу, которая служит ему не только отличным транспортом, но и усиливает его магические способности и полностью меняет эффективность проклятий, позволяя ему отбрасывать, оглушать их и погружать в сон окружающих врагов, а после нескольких магических атак парализовать выбранную цель. Защитные способности чернокнижника тоже являются его гордостью. Атакуя противника, он забирает себе скорость передвижения, физическую и магическую защиту, а используя свою метлу, может сильно увеличить защиту, скорость передвижения и полностью игнорировать вражеские проклятия и умения контроля в течение короткого времени, и даже мгновенно воскреснуть после своей гибели. Некромансер. Первые некроманты были причиной заточения темных эльфов в мертвых топях, подняв полчища нежити и не сумев удержать над ними контроль. Острая необходимость заставила углублять знания некромантии, что позволило в итоге освободиться из заточения и поставить нежить себе в услужение. Чаще всего некромансеров можно встретить в компании некролучников, которые не только помогают уничтожить врагов, но и могут служить пристанищем для души некромансера, увеличивая его магическую атаку, жизненные силы и придавая его умениям дополнительные эффекты. Каждый призыв нежити и каждое боевое заклинание, прочитанное на месте погибшего противника, питает некрономикон, что увеличивает атакующие способности некромансера, а с каждого трупа поверженного врага он вызывает агрессивного скелета, сея хаос в рядах противников. Но не стоит забывать, что практически вся сила некромансера в его прислужниках, и без них он не сможет эффективно сражаться. Тень. Темные эльфы не позабыли мастерство стрельбы, но если раньше они использовали силы природы для поддержки в бою, то сейчас они усиливают свои стрелы темной энергией. Используя длинный лук, тень увеличивает свою физическую атаку, а стреляя из короткого, заряжает стрелы темной энергией, нанося дополнительные фиксированные повреждения и замедляя цель. Смена разных луков также на короткое время ускорит лучника теней. Теням опасно ввязаться в ближний бой с противником, хотя они и могут, получив несколько ударов, уходить в тень и становиться неуязвимыми для вражеских атак, но лучше не рисковать и держать дистанцию. Для этого они могут специальным выстрелом парализовать или оттолкнуть от себя противника, а при необходимости и самим отпрыгнуть, уклоняясь от вражеской атаки. Отличные атакующие способности и сильнейшие критические удары делают тень одним из самых опасных воинов Доминиона. Фантом.
Таинственные стрелки Доминиона, которые обучились призывать свое теневое отражение, зовутся фантомами. Проходя стандартную подготовку вместе с тенями, фантомы ушли в более глубокое изучение темной магии. Призывая фантомного лучника, они усиливают свои атакующие и защитные способности и могут переводить на него часть получаемого урона. Специальная подготовка позволяет им наносить фиксированные повреждения и восстанавливать свое здоровье или боевой дух. А фантомные стрелы могут поражать противников сквозь любые препятствия и увеличить скорость бега фантома. Фантомы обладают прекрасным набором умений контроля и неплохой выживаемостью, но им сложнее проводить сокрушительные атаки и быстро уничтожать противников. Их методы позволяют наносить кровоточащие раны, замедлять и вызывать паралич у своих жертв, что делает их очень полезными в частых боях на континенте. Вампир. Воины Доминиона, научившись извлекать силы и восстанавливать свое здоровье за счет крови противника, зовутся вампирами. Те, кто сталкивался с вампиром в бою и чудом выживали, уверяют, что убить их невозможно. Все полученные ими раны мгновенно заживают, стоит им лишь коснуться противника, а пытаясь их атаковать, можно погрузиться в сон. Вампиры могут не только поглощать жизненные силы своих врагов, но и забирать себе часть атакующих способностей. А своими когтями они пробивают любую броню, нанося фиксированные повреждения и вызывая кровотечение у своих жертв. Вампир может отдохнуть в гробу, чтобы восстановиться и вернуться к охоте с новыми силами, а если ему нужно быстро настигнуть свою цель или скрыться, он может превратиться в летучую мышь. Манипулируя сознанием, вампир погружает противника в сон, и при желании жертва не сможет из него вырваться. Вампир не обладает сильными атакующими способностями, но его возможности восстановления и контроля врага делают его сложным противником, длительный бой с которым может завершиться плачевно для нападающих. Еретик. Столкнувшись с демонами, большинство воинов видят лишь смерть. Еретики же видят огромные возможности. Их цель – власть, и для ее достижения им помогают темные искусства призыва. Еретики обладают способностями вызывать демонов, которые сражаются на их стороне, а их боевыми спутниками стали самые жуткие существа из нижних сфер – демонические тени, наводящие ужас не только на врагов, но даже и на других темных эльфов. Используя легкую броню и двуручный меч, они врываются в бой и приказывают демонам уничтожить своих врагов. А участвуя в осаде вражеских территорий, они могут вызвать демонессу, которая будет наносить серьезные повреждения вражеским укреплениям. Призыв плаги, которая будет стягивать врагов, позволит еретику наносить врагам кровоточащие раны. Мастерство призыва также позволяет им вызывать других темных эльфов из любой точки мира для помощи в бою или осадных маневров. Обладая самой низкой живучестью среди всех рас, темные эльфы способны наносить и самый высокий урон, а их способность проводить сильнейшие критические атаки может мгновенно переломить ход сражения. Оборонительная война не для темных эльфов, ведь даже их целители способны наносить серьезный урон противникам, а сильные лучники и могущественные маги могут с легкостью проламывать вражеский строй. Практически все профессии Доминиона обладают неплохим набором ослабляющих способностей, что позволяет выдерживать первоначальную атаку противников и переходить в контрнаступление. Выбирайте своего идеального бойца и вступайте в вечную битву за славу.